Давным-давно я планировал видео, посвященное этому панельному бедолаге, но время шло, а реальных фото и информации об этом уникальном проекте найдено не было. Однако терпеть не могу оставлять идеи, которые копятся годами, так что в этом видео я попробую объяснить некоторые нюансы маппинга таких построек. Если кому интересно, данный экземпляр представлен в белорусском каталоге 85 года издательства «Полымя» под названием «Дом для села». И это вся информация, которую я встречал. Ну что, поехали. Первым делом чертеж. План. Рекомендую подготавливать холсты квадратными. Hammer++ может его не загрузить. А также инвертировать цвет для того, чтобы фоновый цвет не мешал навигации во время строительства. Прежде чем браться за работу, при использовании которой будет несколько планов этажей, сверяйтесь в графическом редакторе, сходятся ли стены друг над другом. Иначе начнутся существенные расхождения в геометрии, и себя по голове вы за это не похвалите. Когда холст более-менее готов, подгружаем его и масштабируем таким образом, чтобы толщина внешних стен была 8 юнитов, а дверные проемы не менее 56 для дверей и рамы. Так как мы говорим о стандартах Source Engine, мировые масштабы будут относительными. Чертеж нужен не столько для точности, сколько для схематической планировки. С толщиной определились, давайте в целом о масштабе. На оригинальном плане отмечено, что ширина и глубина жилья 10 и 14,5 метров. Если в голове переводить это в грубые 2,5 сантиметра на 1 юнит, то выйдет около 400 на 580 условных юнитов. Но это все романтика. И метрика вещь спорная в Source. Если делать правильно, то делить метры нужно не на 2,5, а на 1,9. Пусть даже 2. Результат станет более приемлем, но всегда останется предметом споров. Главное условие – совпадение толщины стен и ширины дверных и оконных проемов. Сетка Хаммера – это не хрен садовый. В гонке за реализмом вы загоните себя в проблемы с оптимизацией и лимитами. Поэтому будьте готовы идти на компромиссы. На какой компромисс пришлось пойти мне? Дело в том, что в оригинальном проекте используется буквально 4 плиты в ширину всего дома. Если бы я брал реализм, то игроку попросту не было бы места, в случае, когда ширина плиты 160 юнитов, как в серии К7, или, упаси боже, 128 юнитов. Я решил подогнать все под 192. Это сделало здание заметно шире относительно оригинала, но хотя бы вместительным для игрока. Замечу, на плане изображена ванная комната, и если поместить реальную 3D модель ванны по тем же координатам, все практически идентично. Но разве это не замечательно? В общем говоря, о любом строительстве, особенно в этом проекте, вам достаточно основу сделать хорошо. Ведь по сути все здание это самоповторы. Правое крыло это зеркальная копия левого. Второй этаж это копия первого с небольшими изменениями. А именно, переносом нескольких стен и дверных проемов. Все. При проектировании зданий всегда нужно мыслить модульно. Тогда и дело будет быстрее и проще. Чаще всего одной из самых больших дилемм являются ступени, пол и потолок. Где их размещать? Valve когда-то задали такой стандарт, что высота полного этажа 128 юнитов, 8 из которых уходит от потолка. При такой математике легко рассчитать количество этажей и юнитов. 2 это 256, 4 это 512 и так далее. Еще одним плюсом такой метрики является количество ступеней. Оно всегда будет четным, если ваша ступень высотой 8 и 12 юнитов в глубину. Это также позволяет быстро вести расчет необходимого количества ступеней и плит. На 128 юнитов получается всего 16 ступеней. Это все хорошо для проектировщика, но не всегда хорошо для дизайнера. Но не всегда хорошо для дизайнера и игрока. Отнимая и так небольшую высоту в 128 юнитов, мы тем самым вынуждены будем делать коридоры и лестницы менее просторными, и часто люди совершают одну и ту же ошибку. Они игнорируют правила, делая высоту до потолка ровно 128 юнитов, а то и больше.
после чего ставят плиты между этажами 8 юнитов. Это приводит к тому, что начинаются ошибки в проектировании лестниц. Бесшовность текстур прекращает таковыми быть, или их приходится растягивать на внешнем фасаде. Двери и окна начнут казаться меньше, чем они должны быть. И чем больше размер проекта, тем больше ошибок будут скапливаться и портить вам жизнь. В общем, возвращаясь к дому. Самое главное правило — не заруинить масштабирование и начинать с окон и дверей. Это единственная опора в нашем случае. Что до оптимизации, разумеется, всегда работает правило: чем меньше мешей, тем лучше. Зачем лишние порталы? Но вот тут тоже есть исключение. К сожалению, мы не можем использовать на одном меше более одной текстуры. Поэтому его придется разрезать для внутренней стены дома и фасада. Даже между несколькими комнатами, возможно, придется делать разрезы только ради того, чтобы в одной были красивые обои, а в другой голый бетон вдоль одной траектории. Особенно чувствоваться это может на полу второго этажа, что по сути является и потолком первого. Мы можем обрезать меш прямо у каждой из стен, но только если на этаже сверху будет точно такая же стена возвышаться. В противном случае начнут появляться щели, которые вам придется заделывать лишними брашами. Альтернатива этому — можно натягивать по возможности один браш на несколько комнат, но используя текстуру одну на несколько помещений. Каждый метод имеет недостаток. Все это дело со швами особенно чувствительно в Source 2, где освещение из одной комнаты может быть на полу соседней, только потому что стена стоит на полу, не соединяясь с ним, не разрезая пол на несколько комнат. Что еще можно сказать? Любые фасадные выступы лучше всего обращать в детейл-сущность, чтобы не множить в будущем количество листьев карты. Сам же проект будет доступен бустерам на бусте, как утешительный приз за поддержку нашего проекта. Каламбур. Возможно, в будущем я попробую снять несколько таймлапсов по строительству, если кому-то это будет интересно. Лично для меня это всегда было скучным контентом. Хорошо, если человек хотя бы что-то говорит более-менее полезное, но смотреть 40-минутное видео без пояснений под не самую хорошую музыку, тут каждому свое. Да выключаю я уже. В общем, удачи, тамадачи.